Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о вещах, которых никогда не стоит брать в руки, не стоит их приносить домой, а если они у вас есть дома, выбрасывайте их срочно, а то, к сожалению, кроме как беднеть и болеть, ничего другого в вашей жизни не будет. Давайте с вами, друзья, далее более подробно разбираться. Вещь, как вы уже знаете, независимо от размера, от того, в какой день приобретена, от того, сколько времени вы ей пользовались и пользовались ли вообще, возможно, просто поддержали в руках, способна впитывать вашу энергию. Даже с вещами из магазина, которые новые и не ношеные, нужно быть осторожными, так как во время примерки она впитает энергию того, кто ее примерял, поэтому стоит приобретать вещи, которые не висят на вешалках или которые запечатаны, чтобы уберечься от этого. Но если такой возможности у вас нет, то дома очистите ее обязательно при помощи соли, тогда вам ни о чем не стоит переживать. И данная вещь не причинит вам никакого вреда. А вот с вещами, которые были у кого-то в пользовании и попали к вам уже не в новом виде, стоит быть внимательными. Перед тем, как взять такую вещь, нужно хорошо подумать, взвесить, даже если вам она очень нравится или вы давно о такой мечтали. Очень часто недоброжелатели с новыми дорогими вещами отдают специально то, что мешает им спокойно жить, и то, от чего они очень сильно хотят избавиться. Это могут быть как болезни, так и личные семейные проблемы, отсутствие денег, счастья, удачи. Поэтому от вещей, которые вам предлагает неискренний человек или же мало знакомый, стоит категорически отказаться, чтобы не поменяться с ними энергиями, а порой и жизнями. Если вы купили вещи в секонд-хенде, обязательно, независимо, вы выбрали вещь из новых или же не очень, очистите ее от энергии, которую она содержит. В таком случае даже новая вещь, находясь среди ношенных, впитает в себя их энергии. И больше всего опасностью таких вещей является то, что в таких местах между собой переплетаются всевозможные энергии. Могут попадать и мертвые. И невозможно отследить и место, откуда данная вещь попала в магазин. Возможно, со склада с разрушительной энергетикой или же с того места, где обитают злые силы и сущности. Поэтому чистка обязательно должна быть энергетически мощной и тщательной. После чего данную вещь нужно поддержать обязательно на солнышке, а уж только потом использовать по назначению. Иначе вред может быть непоправимым. Чем старше вещь, тем больше людей с ней соприкасались, тем больше различных энергий ее наполняют. Сказать с уверенностью, что даже вещь, которая передается из поколения в поколение, несет в себе только хорошие энергии, невозможно, так как знать, в каком настроении и в каком расположении духа к ней кто-то прикасался, невозможно, а значит и проследить, какие энергии ее наполняют также. Поэтому с такими вещами нужно соблюдать меры осторожности. Если они к вам попали, обратите внимание на то, что вы в этот момент испытываете. Если дискомфорт, избавьтесь от нее. Но если она представляет ценность или же, возможно, цена только для вас, как память, например, об определенном человеке, проведите энергетическую чистку и спрячьте ее так, чтобы она часто не попадала вам на глаза. Если же вещь не вызывает у вас неприятных чувств, ее также нужно очистить, но провести ритуал, который поможет вам убрать только негативные энергии, а светлые и положительные останутся. Такую вещь нужно чаще брать в руки, она будет вашим оберегом и даже энергетической батарейкой одновременно. Но периодически все-таки очищайте ее, так как она будет способна, если вы, например, загрустите или расстроитесь, подобрать ваш негатив. Есть вещи, которые ни при каких условиях нельзя брать, так как они способны не только перевернуть вашу жизнь, но и вовсе своим присутствием ее разрушить. У вас перекроются важные энергетические каналы, сильные жизненные энергии перестанут поступать. Биополе будет ослабевать, вы утратите защиту, начнете привлекать неприятные события, которые будут вокруг вас происходить еще более неприятные. Вместо чего-то хорошего будет происходить только что-то противоположное, и ваша жизнь перестанет вас радовать. Вы не то что собьетесь со своего пути, вы и вовсе зайдете в тупик, откуда выйти у вас не получится, так как силы это у вас никак не останется.
И первое, друзья, это соль. Вы знаете, что соль – это энергетически сильный предмет. С ее помощью можно проводить различные чистки, ритуалы, практики, притягивать потоки светлых энергий, а можно наслать с глаз или порчу, а также направить тому, кому желается зла, разрушительный негатив, который за короткий промежуток времени испортит жизнь данному человеку, а возможно и целой семье. Поэтому, чтобы так не рисковать, не стоит никогда никому одалживать соль из своего дома. Особенно делать это уже после захода солнца, так как в такое время вы еще и самостоятельно отдадите свой достаток и благополучие тому, кто за ней придет. А если данный человек не чист помыслами и сердцем, то вместе с солью он отберет у вас то, что мечтает иметь в своей жизни. Дело в том, что соль, она способна впитывать энергетику того места, в котором она находится. Таким образом, находясь в вашем доме, она впитывает его энергетику, а вы, давая ее кому-то из дома, делитесь этой энергетикой. Вместе с ней дом покинет и стабильность, связь между членами семьи ослабнет. Если к вам кто-то придет за солью, откажите человеку в данной просьбе. То же самое касается и вас. Никогда не ходите никому за солью, так как, во-первых, ваши помыслы данный человек может расценить по-разному, посчитать, что вы собираетесь причинить вред, а это испортит ваши отношения. Во-вторых, как вы уже знаете, что соль впитывает энергии дома, поэтому если в доме происходят постоянные скандалы, разногласия, вы все это принесете в свой дом вместе с данной солью, а затем приправите ней еду, которую будете готовить, от чего ослабите биополе всех тех, кто данную еду будет есть. Негатив начнет привлекаться, а неприятные события наполнять вашу жизнь. Также если у семьи есть проблемы, о которых вы не знаете, например, отсутствие денег, вы также получите эту проблему и в свой дом. Денежные каналы перекроются, возможности, которые были просто-навсего, могут уйти. Наши предки очень бережно относились к соли и соблюдали все народные приметы, которые с ней связаны. Я и вам советую это делать, чтобы не привлечь несчастья. Также нельзя передавать емкость с солью из рук в руки, так как таким действием вы обмениваетесь с человеком энергиями. Если у него биополе сильнее вашего, или же вы заберете его беды, не одалживайте соль, иначе ухудшится денежное положение. Не стоит хранить много соли, такой запас приведет к отсутствию денег, а может привести даже к бедности, так как запас означает, что вы остерегаетесь, что данный продукт вам может не хватить денег. Соль впитает этот посыл, а во время использования передаст его вам. В солонке не должна высыпаться соль. Такое неуважение к соли будет притягивать неудачи. Не должна быть солонка и с трещинами. Соль будет впитывать негатив, который в этой трещине будет оседать. Не должна стоять она и открытая. Если рядом с ней произойдет конфликтная ситуация, она все это впитает и просто-навсего приумножит. Если у вас рассыпается соль, это означает, что вас ждут несчастья. Поэтому сразу нужно посыпать на нее лавровый лист и проговорить такие слова трижды. Соль с лавровым листом смешиваю, энергии их объединяю. Деньги, успех, уют они в мой дом совместно притянут. После чего соберите и вынесите на природу. Высыпьте, но только так, чтобы по ней не ходили. Такой простой совет не только поможет не притянуть несчастье, но и наполнит ваш дом хорошими энергиями. После еды всегда убирайте соль со стола, так как можно приумножить негативные энергии, если такие попадут в ваш дом. Если в ваш дом пришел недоброжелатель, киньте щепотку соли ему вслед, и после ухода мысленно подумайте о том, что вы не желаете, чтобы он приходил. И вы знаете, так и будет. Перед отъездом в новое жилье посолите порог. Так вы будете отгонять злые сущности и негативные энергии от своего дома, если таковые в нем есть. Перепутаете соль с сахаром, стоит ожидать кардинальные изменения в жизни в лучшую сторону. Обдумывайте, пожалуйста, все свои действия, которые вы совершаете с солью, чтобы не пришлось переживать о том, что жизнь начала наполнять не то, что бы вам хотелось.
Деньги. Деньги требуют к себе особого и уважительного отношения. С ними нужно уметь правильно обращаться. Тогда денежная энергия станет вашим спутником и будет поступать в вашу жизнь в самый нужный момент, в нужном количестве, что откроет перед вами новые возможности, которые были ранее скрыты. Деньги не должны лежать без дела. Они обязательно должны находиться в движении. Иначе денежная энергия уйдет, увидев, что для вас нет существенной разницы, есть она возле вас или же нет. Деньги нужно уметь правильно тратить, с легкостью отпускать, получая от этого удовольствие, счастье. Также нужно уметь правильно их привлекать и складывать. Если человек этого не умеет, близких отношений с денежной энергией не получится. Человек, не умеющий распоряжаться деньгами правильно, постоянно живущий в долгах, не удержит в своей жизни денежную энергию, даже если вам на каком-то этапе вы сможете ее привлечь. Поэтому не одалживайте деньги. Подумайте о том, как сделать так, чтобы начать больше зарабатывать. Изначально найдите дополнительный заработок. Он поможет вам сделать верные шаги. Далее все будет становиться только лучше и лучше. Превратите свое хобби в прибыль, не ленитесь, а результат вас обязательно порадует. Покажите денежной энергии, что вы заслуживаете, чтобы она к вам пришла. Это значительно улучшит вашу жизнь. Не стоит и вам никому одалживать деньги, особенно после захода солнца, так как денежная энергия к вам просто-навсего не вернется. Если в такое время деньги и одолжит недоброжелатель, то свои проблемы с деньгами отдаст вам, а вот у него наоборот все наладится. Ни в коем случае нельзя одалживать деньги в понедельник, во вторник, в воскресенье. Это приведет к крупным денежным потерям. Нельзя одалживать деньги и в религиозные праздники. Это к отсутствию денег на долгий период вашей жизни. Не стоит хранить деньги в спальне, так как это место отдыха, вот и ваша энергия будет отдыхать. Не получится приумножить финансовое состояние. Деньги, которые получены, независимо это зарплата, премия, вознаграждение, долг, который вам вернули, или выгодная сделка, должны переночевать в доме. Если вы потратите их в тот же день, пусть даже маленькую часть, то больше в крупных суммах они к вам поступать не будут, а также такое действие не принесет радости. Купленное быстро порвется или сломается. Нельзя передавать деньги через порог. Это приведет к финансовым трудностям. Не давайте деньги из рук в руки. Положите их на поверхность. Пусть тот, кому вы их отдаете, сам возьмет. Иначе вы рискуете таким образом отпугнуть денежную энергию. Деньги должны быть сложены всегда по возрастанию. Там, где их храните, разместите лавровый лист обязательно. На этом лавровом листе нарисуйте знак бесконечности. Это будет помогать притягивать больше денежной энергии в вашу жизнь. Также, друзья, в нашей жизни мы часто не задумываемся о том, какую энергию несут с собой различные предметы и изображения, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Бывает, очень часто есть вещи, которые кажутся нам невинными или даже обыденными, но именно они могут нести с собой сильные негативные энергии, которые могут повлиять на наше здоровье, на наше благополучие, достаток, счастье. Итак, какие вещи вам следует избегать? Первое, друзья, это любые бумажки, связанные с зачеркнутыми суммами денег. Многие думают о том, что зачеркнутые суммы денег на каких-то бумажках, на рекламных каких-то флаерах, на ценниках. И думают о том, что кто-то зачеркнул случайно и так далее. Но на самом деле это несет с собой негативное энергетическое воздействие. Когда вы видите такое, знаете, это говорит о том, что вы можете потерять или вообще уйдет из вашей жизни финансовое благополучие. Поэтому научитесь себя никогда не нести в свой дом ни флаера, ни рекламные плакаты, ни какие-то буклеты, ни какие-то журналы, которые связаны с цифрами, которые зачеркнуты. И второе, очень важный момент, который никогда не стоит нанести в свой дом, это изображение людей в опасных и трагических ситуациях. Например, могут быть фотографии людей каких-то в опасных или трагичных ситуациях, которых мы видим в журналах, в газетах, в интернете. Это все может нести с собой сильные негативные энергии, потому что эти изображения на энергетическом плане, возможно, вы не осознаете, не ощущаете, но несут чувство
чувства страха, тревоги, грусти и рано или поздно могут негативно сказаться на вашем эмоциональном состоянии и на вашем благополучии. Поэтому избегайте именно таких вещей, предметов, изображений, потому что они могут принести только в вашу жизнь болезни, проблемы с деньгами. Очень важно, чтобы вы сами себя окружали только позитивными и вдохновляющими вещами, которые будут поддерживать и ваше благополучие, и ваше хорошее настроение. Поэтому, девочки и мальчики, очень важно, чтобы вы обращали на то, что вы берете в руки. Сейчас время таких вот технологий, многие не задумываются и думают, что здесь такого. Но помните о том, что любая вещь имеет энергию. Если вы ее возьмете, то вы можете и привлечь в свою жизнь те или иные проблемы и неприятности. Помните, пожалуйста, об этом. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментариях напишите «принимаю» и «благодарю». Кто спрашивал, как нас можно отблагодарить с помощью доната, поддержать нашу команду, друзья, ссылка есть в описании к этому видео, обязательно нажимайте, переводите, любая сумма нам будет, друзья, очень-очень приятно. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне, друзья, понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.